переписала свою московскую квартиру 30-летнему другу. Неужели это любовь? И полувековая разница в возрасте не помеха. Теперь пенсионерка с другом выгоняет из дома родную дочь и внука, чтобы те не мешали их счастью. Как 30-летний смог охмурить 80-летнюю и получить в подарок ее квартиру? Сейчас узнаем. В нашей студии дочь щедрой пенсионерки. Встречайте Елену Маркину. Как же вы не доглядели за мамой, когда она начала встречаться с молодым человеком? Я была против этих свиданий с самого начала. Но она не хотела ничего слушать. Она сказала, что это моя вторая семья. Как получилось, она работала в пионерском лагере 14 лет назад. И она с ним там познакомилась. Так. Он был затейник. И он спел шарманку. Которую поет Николай Басков. Вот Баскова. Да, под Баскова. У нее получается это хорошо, это правда. Угу. Она пришла, мне все рассказала. И говорит, вот Мишенька там такой вот мальчик, похож на Толика, на моего внука. Угу. И похож, я имею в виду, по возрасту. Да. Он ей стал звонить. И она поехала к нему. А зачем? Просто я пойду посмотрю, попоем песенки там, посидим. Собиралась как на свидание? Да. Что лучше надеть, да? Да. Вы что говорили по этому поводу? Ну, может, мама там погуляет и вернется. И вернется, да. Да, такие мысли. Так и было. А потом она начала все чаще и чаще, и все дольше и дольше. А вы спросили маму, ты там в качестве кого? Она ничего, она сказала, что мы дружим. Вторая семья, я нашла вторую семью. Так. Я хочу, чтобы у моего внука был братишка, Мишка. Вот об этом Мишке она и все время говорила. Как? Вот что? Давайте, какой он? Да, глаза Голос голубые, звонкий, а? поет как Басков. Так. Он такой сбитень. От него так хорошо пахнет туалетной водой. Он меня за границу 2 раза возил. Куда это, к морю? Они ездили в Турцию. А за границу она впервые в жизни поехала? Впервые в жизни. То есть он ее вывез? Да. А она не говорила, что вот ты меня не возила, но именно он взял и меня вот вывез? Ну, да, вот мы в Турцию молодец. едем, а с тобой мы, мол, никуда. Вы замечали изменения за своей мамой? Что она стала по-другому выглядеть, она стала счастлива, она стала летать Она просто, стала неважно сколько ей лет. Да, она полетала немножко. Я говорю, мам, ну ты, там, наверняка он насчет квартиры тебя зацепил. Даже такие разговоры Я были. ей говорила сама лично, понимаете? Но Вот. квартира... Она говорит, нет, да ты что, у него есть где жить. Я говорю, да ты внуку перепиши. Она говорит, ну ты же ее отберешь, если я перепишу. Сразу плакать начинает. Я говорю, я доберу у сына. А вы вот с ним были знакомы? Вы с ним как-то разговаривали? За 5 лет 5 раз я его А видела. какое впечатление он на Да, вас что за молодой произвел? человек? Как он вам? Шебутной, как Басков. Простите, но так долго держаться только за счет квартиры невозможно. Возить, да, туда. Там есть, значит, в любом случае есть какие-то чувства к вашей маме. Это возить за границу, оказывать внимание, жалеть, очевидно, ее. Но он за эти годы вложил, наверное, немало денег. Она говорит, он мне подарил вот такого мишку и сказал, носи с собой. И она спать ложилась с ним, и я говорю, я ему отрезала ухо. Вы? Вы? Да. Зачем? И говорю, не надо, убери, что это за игрушка. Она говорит, ладно, тогда не Вот, надо. пожалуйста. А то носила эту мишку. Мам, ты что делаешь? Какой мишка с тобой? Вообще это перенесено было на Мишу, потому что Миша подарил Мишу, и отрезая ухо Миши, то есть она экстраполировала это на этого Мишу. Вы спрашивали маму, мам, ты влюбилась, что ли? Ну, правда. Да, она говорит, это, ладно, я тебе скажу, это платоническая любовь. Чем, собственно, вы недовольны? Что она начала мне говорить, я квартиру хочу продать, уезжай отсюда, Толик пусть со мной будет, на моей стороне, ты отсюда уезжай вообще. Я говорю, а что-то случилось-то? Вот ты пьешь, куришь. Я говорю, давай, хорошо, я согласна на твои условия, продавай, но только без всякого дяди Миши. У меня тоже дядя Гриш появится, давай, а мы будем помогать. Почему ты ему доверяешь, а мне нет? Когда настал тот день, когда вы узнали, что квартиру она переписала? Она как сказала, я хочу сделать, значит, я говорю, причем тут Миша, я хочу сделать Толику. Наконец-то я созрела, как ты и раньше говорила мне. Но потом я подумала и думаю,
раз мне Миш так помогает, я-ка ему половину, а Толику другую. А Толик сказал, никаких Миш, он его просто терпеть ненавидит. А вот с бабушкой у него какие отношения были до появления Миши? Внимание оказывал бабушке? Конечно, Все-таки квартира переписана на этого Михаила или пополам? на него. Что за квартира? Можете описать? Ну сколько комнат? 2 проходных, 14 этаж, 14-этажного дома. Давайте посмотрим, где вы с сыном прописаны. Вот та самая двухкомнатная квартира на окраине Москвы, из которой, по словам Елены, ее с сыном Анатолием выгоняет родная мать. Посуду заворачиваем, чтоб не побилось при перевозке, все это укладываем. Потрепанные обои, подтеки на потолке, старая ванная и зеркало, в котором сложно увидеть отражение. Ремонта в квартире не было больше 20 лет. Однако риэлторы дорого оценили эту двушку площадью 47 квадратных метров. Квартира уже выставлена на продажу за 8 миллионов рублей. Продавец – 30-летний ухажер бабушки Георгины Михаил. Он сказал, хорошо, вам ровно 3 дня даю. Дочка и внук пенсионерки рассказывают. Они боятся за свою жизнь. Эти кадры Анатолий снял на свою видеокамеру. Риэлтор выгоняет их на улицу. Он взломал входную дверь и угрожает расправой. Не надо! Что? Александр! Александр, вы имеете право! Не надо, не надо, закрой меня, телефон! Риэлтор заявляет, он имеет полное право, которым его наделил клиент Михаил, и ставит новый замок. Я хочу сказать, что незаконно занимаемая квартира, да, незаконно занимаемая квартира, вы должны освободить. Все, до свидания. Анатолия и его мать от нападок риэлтора защищают друзья. Приходит какой-то левый чел, начинает его мать избивать, начинает его самого избивать. Пусть меня попробуйте забьет, я ему руки выломаю все. А 80-летняя Георгина уверена, что дочь и внук зря наговаривают на ее Мишеньку. На звонки дочери и внука она не отвечает. И впервые за несколько месяцев встретится с ними в нашей студии, чтобы объяснить, почему продает их вместе с квартирой. Он владелец этой квартиры. Она что, ему дарственную написала? Я не знаю Или ничего. завещание. Вы Завещание, понимаете? так она, может быть, дай бог, За 20 лет спиной. проживет Перепишет, и да. передумает. Они мне в А если спину. дарственную, то этот Миша может ее пинками саму выгнать. Я вам скажу, я плачу за квартиру, плачу. Я беру жировку, открываю конверт, там написано вместо 2000 – 3. Я думаю, что это 3-то? Смотрю, Снеговой прописан. Значит, дарственная. Какие дальнейшие действия у вас были? Все. Маме вы позвонили? Я ей звоню в слезах. Вся. Я говорю, мам, ну как ты могла? Она говорит, не волнуйся, будь с нами. То ли не захотел половину, я Мише отписала. И он будет заниматься продажей. Я даю слово, что Миша купит Толику отдельную квартиру. Я буду к нему приезжать, варить супы и уезжать к Мише. Он будет жить один. Мама-то куда уехала жить? А мы не знаем, мы не знаем даже, где Миша находится. Толик недавно ей звонил, и она сняла трубку и сразу говорит: собирайте вещи, уходите отсюда, все, уходите, все, не хотели. где она живет-то? Не хотели. Я говорю, где ты находишься, какая тебе разница, это мое личное дело. А вот он, как вы думаете, настраивал ее против вас? Конечно, она стала реже приезжать, она приходила и говорила все время: вот ты вот это не делаешь, ты то не делаешь, а Миша все не делает. А Миша что делает? Ну как там, он готовит, там, он же повар, конечно. А, он еще и повар, Он так. повар. И говорит, пусть Толик идет на повара, внук, сын, кондитера учиться, так Миша сказал. Вот, я буду платить, диплом получим, ну как все. А Толя не хотел, он с едой связан, ему компьютеры интересны. А родная бабушка пыталась наладить отношения между молодым другом, о котором мы сегодня столько говорили, и любимым внуком. Так вот, внук сегодня в нашей студии. Встречайте Анатолия Маркина. Что ваша любимая бабушка рассказывала вам о своем молодом друге?
Ну, она рассказывала то, что он такой замечательный, там, молодой, красивый, что он и работает на нескольких работах, и все для нее делает, и возит ее там за границу, и дарит ей подарочки. А она постоянно о нем говорит, и просит, чтобы я сам лично ему звонил, постоянно с ним общался. Вы же ровесники почти, да? Да, то есть мне вот сейчас 27, ему, по-моему, почти 30. Что у них может быть общего? Единственное то, что вот она говорит, то, что он хорошо о ней заботится, поэтому ей Но нравится она там для жить, него там. чужая бабушка. Зачем Да. она ему нужна? Ну, он мне говорил то, что я люблю твою бабушку чисто вот по-человечески. Он мне сам никогда не был приятен, вот и общаться никогда с ним не хотел. А чем он вам не нравился, Анатолий? Ну, просто как-то внешне, то есть вот бывает, вот видите человека, например, да, с ним легко общаться, а он меня вот как-то отталкивал. А вы ему не говорили, но вот так по-мужски: оставь мою бабушку в Так и покое. говорил. Михаил, ты понимаешь, что ты ей чужой человек, мы ее родная семья. Да. Все, мы хотим, чтобы она была с нами. Он говорит, что нет, она решила, что она с вами больше не... Она хочет быть именно со мной. В качестве кого? Ну, в качестве того, что они дружат. Она приезжает к нему, где там у него живет. Повезло бабушке. Нет. А что, квартиру не отдали бы вот так? А с бабушкой у вас доверительные отношения? Это потому, что нет Миши. Да, я Говорят, с ней общаюсь, провести. откровенно все ей говорю, да. Бабушка стала лучше выглядеть, она стала себя лучше чувствовать. Да, она говорила то, что да, мне дарят подарочки, ухаживают, мне так хорошо, я прям, да, действительно, она говорит, что ей все очень нравится, ее все устраивает. Она, наконец, получила то, о чем она мечтала всю жизнь, и как женщина, и как мать, и как для нее это бабушка. квартира, конечно. Она, наконец, это получила, начиная с Мишки, который во сне не снился, наверное, этот Мишка, которого она приживала и А спала. здесь сплошной коммерческий интерес. У вашей мамы доходы какие? Вот есть Пенсия. какие-то доходы? Только пенсия. Большая пенсия. Ну как, 13. Для вас это стало неожиданностью, что квартира не ваша? Да, для нас, конечно, было это шоком, когда она решила то, что она вдруг какому-то незнакомому нам человеку подарила квартиру, потому что у нее изначально было завещание, то, что квартира остается мне. И неожиданно бац, понимаете, мы не знаем, как вот в итоге разобраться вот в этой ситуации, как вот вернуть нам бабушку, мы хотим к нам в семью. Вам бабушку вернуть надо или квартиру? И бабушку, и Да, нас квартиру. уже думают, что мы из-за этой квартиры. Я говорю, да не надо. Чем же вы так бабушку обидели, что она от Да вас дело в сбежала том, что вместе с Мы ее квартирой? не обижали, мы ее любили, все было нормально. Дело в том, началось то, что все началось в один какой-то день. Ей позвонил Михаил, в общем, он пригласил ее, она приехала к нему на какой-то праздник, один раз приехала, потом стала жить у нас. То есть мы жили нормально, ей все нравилось. Просто он ее приглашал к себе в гости. Все чаще и чаще она стала ездить к нему, все чаще и чаще стала жить у него. Мы говорим, ну, что ты к нему там ездишь? Она говорит, ну, я там на даче нахожусь, там мне нравится там свежий воздух, хорошо, где-то там на даче, грядки какие-то там поливаю, ухаживаю. Вот. Мы говорим, ну, а что ты, живи ты с нами. Она говорит, я бы хотела с вами жить. Я вас очень люблю, я бы хотела жить и с вами, и с Михаилом, но вот надо мне туда ехать. И потом она такую фразу сказала, то, что мне разрешили к вам приехать на пару дней. Мы говорим, как-то отпустили, разрешили к нам приехать. Вот. Для нас это странно показалось, что как будто ее там удерживали насильно. Я говорю, ну давай пойдем в полицию, скажем, что тебя там насильно удерживают. Она говорит, нет, никакой полиции не надо, все нормально, мне там нравится находиться. Бабушка в советское время воспитывалась, когда влюблялись в глаза, просто милый человек, все хорошо. А сейчас время совершенно другое, а у нее осталось доверие, то прошлое. Я должна сказать, что вот был случай... Я вышла на улицу с собакой, проходила моя соседка. Шли ребята молоденькие, и вдруг один высокий мальчик говорит, бабушка, скажи, пожалуйста, здравствуй, у тебя есть Мерседес? Она говорит, нет, внучек, нету Мерседес. Жаль, а то бы я на тебе женился. Смотрите, какая ситуация. Нам, поверьте, было очень сложно пригласить этих людей к нам в студию. Мы хотели, чтобы они вышли по одному, но эта пара никогда не расстается. И в этой студии они появятся вместе. Бабушка Георгина и Михаил Снеговой. Ничего себе. Прошу, присаживайтесь. Кем вам приходится Георгина Владимировна? Георгина Владимировна – это моя хорошая знакомая, с которой я познакомился в прекрасном лагере, где Георгина Владимировна работала медсестрой. Вот. Мы
подружились, стали общаться. Мне было интересно общаться с ней, она рассказывала много всего интересного. Вот. И мы продолжали дружить. Уже на протяжении 14 лет мы знакомы, дружим. И у меня самые хорошие отношения к Георгине Владимировне, уважительные. Я ее ценю за то, что она рядом со мной. Я ее ценю как друга, я ее ценю как старшего человека, который мне всегда помогает решать какие-то мои вопросы. Ну, жизненные ситуации, все по-разному складывается в жизни. Слушайте, ну, вот смотрите, давайте обратим внимание. Георгина Владимировна прям цветет. Да? Георгина Владимировна, а для вас Михаил это кто? Для меня Михаил Викторович, это у нас полное взаимопонимание между нами. Так. И благодаря Михаилу Викторовичу я начала новую жизнь. Смотрите, мне 80 лет будет скоро. И я как выгляжу, я заново родилась, я живу в хороших условиях благодаря Михаилу Викторовичу. Он меня окружил заботой, вниманием. Это я не испытывала за всю свою жизнь. Вот только сейчас я начала жизнь. Понимаете, мне хочется жить благодаря Михаилу Викторовичу. Можно сказать, что вы сегодня влюблены? Да, можете сказать, что я влюблена. Посмотрите на меня. Свадьба-то будет? Да ну что вы, мне 80, ему 30. Хотя... Георгина Владимировна будет приглашена на мою свадьбу обязательно. И будет самым главным лицом и самой главной гостью. Нам сказали, что сердце Гины вы покорили исполнением песни «Шарманка». Да, я пою эту песню. Спойте, пожалуйста. Ну, хорошо. Вернулась шарманка, о чем-то вздыхая. Вернулась шарманка, ночами рыдая. Страдает шарманка, стирая улыбки. Рыдает шарманка с душой первой скрипки. Спасибо. Вы, кстати, дочь-то узнаете с внуком? Я только увидела их. Обнимите, они соскучились по вам. Соскучились. Соскучился. Слушай, ну что ж ты к нам не... Я же тебя попросил. я боюсь Я вас. тебе говорил, возвращайся к нам, мы тебя любим, мы хотим, чтобы ты с нами жила все время. Не хочу я с ним. Почему? Не хочу. Мне неуютно, я боюсь ее. Ну как-то ты ее боишься? Ну, боюсь Кто ее. тебя зовет? Тебе же никто ничего плохого не делал, никто да, тебя не боюсь пугал. я ее, не хочу ее видеть. Ну почему? Мы же Ну, тебя не хочу. любим, бабуль. Ну ты любишь, а я тебя люблю. Ну давай, возвращайся тогда к Нет, нам. ни за что. Ну, ни за почему? что. Ну не хочу я. Ну как-то не хочу. Ну не хочу, мне с Мишей очень уютно, хорошо. Он внимание мне уделил, он мне подарки, он внимание, он взаимопонимание. У нас как мы одно целое. Ну же я же твой внук. Ну и что? Ну ты с нами тоже будешь. Где вы живете с бабулей? Я живу в Москве, у меня есть квартира, есть дача. Все, что необходимо для Георгины Владимировны, я делаю. Я покупаю, что необходимо. Лекарства, фрукты, чтобы она ни в чем не нуждалась. Георгина Владимировна переписала на вас квартиру, да? Хотя обещала эту квартиру своему внуку и своей дочери. Вот можете объяснить? Георгина Владимировна попросила купить ей квартиру. И после того, как Толя, значит, очень много пытался каким-то образом там выкладывать какую-то на меня клевету, старался меня каким-то образом облить грязью, Георгина Владимировна сказала, значит, ну, если таким образом он себя ведет отрицательно, значит, я буду жить одна. Вот смотрите, если это обоюдная история, может быть, ну, есть же сделки, да, когда переписывают квартиры только потому, что там отрезок жизни, люди живут в комфорте, есть человек рядом. Может, у вас просто сделка, будем честны тогда? Нет. Когда я решила продать квартиру свою, купить себе новую квартиру. Ну, так как мне уже много лет и ходить, вот это все делать нетрудно, и все. Я просила Михаила Викторовича этим заняться. Он согласился помочь. И только поэтому, чтобы он занимался куплей-продажей, как говорится, это самое, квартиру я написала на него. Вам зачем это все? Ну, вы знаете, наверное, просто я тоже потерял
бабушку, и очень к ней внимательно относился. Это мама моей мамы. Я ее с детства любил, ценил. То есть, Миш, это ваша благодарность как бы вашей бабушке? Да, ну то есть я так Вы воспитывал. вместе живете? Нет, ну Георгина на даче, я живу с мамой, собственно. У меня есть девушка. А ваши родители что говорят вот к этому милому союзу? Моя мама любит Георгину, уважает. Она мне такие подарки дарила. Зимнее пальто, шубу, демисезонное пальто, плащик. Моя мама очень любит ее, ценит. Разные футболочки, разные эти украшения, браслетики. Мы уверены, что специально он ухаживал за ней, специально все это делал, чтобы она ему в итоге квартиру переписала. Где вы сейчас живете? В данный момент на даче. На даче. Как там вам, нравится ли? Условия шикарные на даче. Да, вчера приезжали, все снимали. Да? Давайте посмотрим, внимание на экран. Давайте. Частный сектор на окраине Павловского посада. Теперь коренная москвичка Георгина Владимировна живет в 80 километрах от Москвы и радуется, что вместо квартиры в ее распоряжении целый дом. Там помидоры, там огурчики, там вот смотрите, как хорошо. Бабушка уверяет, здесь ей раздолье. Площадь двухэтажного дома около 100 квадратных метров. На первом этаже гостиная, 2 кухни, летняя и зимняя, столовая, современная ванная и сауна. Парилка, здесь мы чай пьем, здесь у нас душевая кабина, проходите душ. Весь дом отделан деревом. На 2-й этаж ведет резная лестница. Здесь зимний сад, спальня Михаила, гостевая, чайная и комната Георгины Владимировны. Личных вещей у кровати пожилой женщины не видно. Пенсионерка утверждает, они хранятся в кладовке. Это кровать для гостей. Приехала женщина с ночевкой, она здесь. А это апартаменты хозяина. Здесь просторная двухспальная кровать ручной работы, большой плазменный телевизор, картины на стенах и коллекция дорогих французских духов. Здесь Миша отдыхает. Это его апартаменты, это его кровать. Георгина Владимировна на даче живет одна. Михаил приезжает только по выходным. К его приезду она украшает дом, поливает цветы и наводит порядок в саду. Сухие ветки убрать. Черноплодку черноплодку собрать. И пенсионерку не смущает, что этот дом чужой, его хозяин ей не родной, что она выполняет обязанности домработницы, что у нее больше нет московской прописки и прибавки к пенсии. Но самое страшное, что Мишенька в любой момент может выгнать ее из своего дома на улицу. А вы там хозяйка в этом доме? Да. Чей это дом? Это мамы, наш дом семейный. Все ее знают, все ее любят, все ее ценят. Вместе мы ездили и отдыхать, и в путешествия, мама, я. Там на красивой яхте выбирались. В общем, получали удовольствие. Мы там погружались с аквалангом. Ну что, понравился вам, как живет ваша мама и ваша бабушка? Если бы она как хотела квартиру оформила бы на меня, и он бы ухаживал с ней. Просто факт есть факт. Кстати, а почему вы не приглашаете дочь Георгины Владимировны? Потому что ведь в любом случае я спрашиваю Георгину Владимировну, Просто приехали. Лена, я спрашиваю маму и говорю, я говорю, Георгина, ты хочешь, чтобы я Лену пригласил? Я говорю, нет, я не хочу. Ты говорила, что Миша не хочет приглашать нас. Нет, я не хочу. Что это он не хочет приглашать. Я против ее действий не пойду. Где сейчас бабушка прописана? Все в порядке. С пропиской, с регистрацией, все в порядке. Где она прописана-то? Где она прописана? Там, где да. Регистрацию в паспорте можно посмотреть? Павловский посад. Да. Это что за адрес? А на даче был другой адрес. Да. Вот туда бабушка и будет вывезена потом. Это что такое? Вот это что такое? Это там, где мы купили квартиру в Павловском посаде для Георгины. Уже для бабушки купили. Да. Вы в этой квартире были? Спрашивают про квартиру, Леонид. Квартира очень хорошая, чистая, уютная. Вы там были? Да. Сколько комнат, Георгина Владимировна? 2 комнаты, столовая и кухня. Сколько стоит эта квартира? Простите, Михаил. 3400. А на кого оформлена квартира? Квартира оформлена? Да. На меня оформлена квартира, да. Вот квартира, я так понимаю, продана? Да, квартира продана. За 8 миллионов? Нет, квартира продана за 4,5 миллиона. Двухкомнатная квартира в Москве продана за 4,5 миллиона? Да. Куда вы так торопились, что вы квартиру, которая стоит на рынке 8 миллионов рублей,
продаете за 4,5 миллиона? Если только вы не сами себе ее продаете. Господи. Ну, я, понимаете, не то, что я могу сказать. Мы в течение года пытались каким-то образом решить этот вопрос. Понимаете, мы приезжали в гости, говорили, там, ну, давайте как-то обоюдно решим. Потом не решили. Георгина мне уже Владимировна говорит, она говорит, я хочу жить одна. Когда она жила с дочерью, ей не давали пользоваться ни газом, все понятно. ни газом. Не, соответственно, жарить. Как жарить? Да, хотел пожарить. Не надо, не надо. Вот разогревай, что есть, и кушай. А мне хотелось блинчики, там еще чего испечь. Она у нас жила отлично, все было хорошо. Но именно после того, как она стала к нему ездить, она резко поменялась. Смотрите, да, Михаил, Да, я слушаю вас послушайте. внимательно. Квартира стоит 3,5 миллиона. Да. Вы продаете за 4,5 миллиона. Да. Значит, вам с дарения надо заплатить, да? Грубо говоря, миллион, да? И за продажу 700 тысяч, 1 700 000. Разница у вас остается миллион. Что-то непонятно. Откуда вы 700 тысяч будете брать? Что вы можете? Мало того, вы обещали квартиру внуку купить. Внуку-то где квартира? Ну, внук Георгина Владимировна так сказала, что, собственно, в любом случае внук будет также приезжать, будет также... Понятно. Как приезжает на дачу? Вы понимаете, что на данный момент всем владеет ваш друг Михаил Викторович? Да. А вы просто его подруга. То есть вы никто, у вас нет жилья, вы не распоряжаетесь этим имуществом. Я могу распоряжаться всем, чем я хочу. Миша меня... Дачи, пожалуйста, Всё, что квартира, хотите. пожалуйста. И если вы смотрите, какую, где она живет. Она не может подарить ни внуку, ни дочери. Вот можно говорить все, что угодно. Но вот Бывает по иногда, документам, да, понимаете, Ничего нет. по У нее только ситуации, есть у нее пенсия. ничего нет. Всё, пенсия одна. Если я скажу, Миш, давай подарим, он подарит. Да. Да. У нас Если я- взаимопонимание Да. Вы не- между нами. Понимаете, мы как родственники. Мы как одно целое. Как говорится, но... Дай бог. Миша мне не будет а подвох противоречить. все-таки где-то есть. Почему молодой человек скрывал от своей пожилой подруги юную невесту? Неожиданный поворот после рекламы на НТВ. Говорим и показываем в эфире НТВ. 80-летняя бабуля отписала московскую квартиру своему 30-летнему другу. Почему? Ответ получим от мачехи-пенсионерки Лидия Ильина в нашей студии. Вы знаете, что ваша падчерица переписала все, что у нее было, на своего молодого друга Михаила? Да. Вот они напротив сидят. Угу. И они счастливы. Они счастливы? Да. Я не верю, я в этом не верю. Пойдемте. Лид, иди сюда. Садись между нами, Да, садись, здравствуйте. Лид. Садись. Привет, садись, Здравствуйте. сядь. Лид, садись. Мы когда-то Садись между встречались, нами. да? Да. Садись, Мы встречались когда-то. Лид. Вы с Мишей дружите, но я узнала, что ты квартиру... Ну, потому что я не могла там жить. Квартира в плохом состоянии, потолки текут, грязные, все. И потом с Леной вместе. Ты не говорила об этом? Миша помогает, я ему Кто тебе благодарна. помогает квартиру продать? Да, продать и купить новую. Я купила Уже новую. продано. Да, квартира продана. А где ты сейчас живешь? Что тебе купили? Я живу и на даче, и на своей новой квартире. Да. Тебе новые квартиры? Да. Георгина, это не ваша квартира. Почему не моя? Что это Мишина квартира. Ну, моя квартира там прописана. Прописка не является собственностью. А что собственностью? А Миша без меня ничего не сможет командовать там. Он все сможет Да, в сделать. этой квартире. Только с моего согласия. Правда, Миш? Да. Вот он завтра скажет: пошла ты, моя дорогая, с Ничего вещами не на скажет. улицу. Нет, здрасте, да вы что, он не машина. Вот жена его молодая скажет: и куда вы пойдете? Какая жена молодая? Тебе уже 80 лет. Не дай бог с тобой завтра что случится. Ну так это скажи под Богом. Ты обещала внуку купить комнату. Сказала мне, мы с тобой... Обещала, она мало денег дали за квартиру. Она грязная, там надо делать ремонт, поэтому нам дали мало. Лидия Сергеевна,
Все-таки, вы как относитесь к тому, что происходит? Я как-то не очень это одобряю. Бывшая соседка Георгины Владимировны уверена, что пенсионерка отдает всю свою пенсию своему молодому другу. Сейчас мы узнаем всю правду. Наталья Смирнова в нашей студии. Привет. Наташенька, миленькая, будь за меня. Я за тебя, Мишенька. Да ладно с вами, Мишенькой. Ну что, садись. Правда, что ваша соседка Георгина Владимировна своему другу Михаилу отдает всю пенсию? Ну, она мне так рассказывала, да. Я ее встретила. Она говорит, я там не живу. Я говорю, а почему ты не живешь? Она говорит, я живу в другой квартире. Вот, у мужчины. Сплю, говорит, на раскладушке, сказала мне. Ну, тогда еще дивана не было. Да, я говорю, сплю на раскладушке, она мне говорила. Я говорю, а почему ты домой не идешь? Она говорит, я не хочу домой. Меня, говорит, все там устраивает. Она сказала, что пенсию отдает мужчине, у которого живет. Не отдаешь пенсию, Да я разве отдавала Так, давайте пенсию? не будем, меня не переспоришь. Да как ничего, ты мне правда. говорила? Как ты мне говорила? Я не знаю, кто вы. Вы кто? Вот вы кто? Я друг Георгины Владимировны. Я друг Ну, ее. значит, она вам пенсию Да никто отдавала. мне ничего не отдает. Мне достаточно Так того, сказала что- Георгина Владимировна. Если бы, знаю, я если бы не она мне... могу. Давайте не будем, А я ля-ля. никоим образом, Если ля-ля. бы она мне этого не говорила, я бы сюда бы не пришла бы. А я один раз, наверное, Да, дала. я не отдала знаю, пенсию, что вы Помоги, строите всё. дачу, что вы строите дом за Я городом. всегда помогаю Георгине Владимировне. Ну, слава богу, что вы ей помогаете. Помогаю и буду помогать, Да, и Наталья. квартиру оттяпали. Георгина Владимировна ко мне обратилась с просьбой. Миша, помоги мне, пожалуйста. Продать и Помоги купить. мне, пожалуйста. Я не могу там жить. Я любезно согласился. А почему вы согласились? Вы что, не знали, что у нее дочь есть и внук есть? Почему вы согласились? Ну так Я не если пойму никак. конфликт между дочерью и внуком. Но они сами разберутся, Дочерью, наверное, в смысле, без вас. Георгий. Квартиру и купить на себя другую. Вот Что вы нормально. лезете в чужую семью? Да меня попросила Георгина Владимировна. Ну понимаете, Наталья, А вы бы или нет? отказались, вы А как я сказали- могу отказаться, если она меня просила, я к ней с уважением отношусь? Потому что вы ее охмурили, Да наверное. никто ничего не не знаю. охмурил. Да что ж такое охмурил? Михаил, а подскажите, пожалуйста, а у вас девушка есть? Есть, конечно. А как она относится вот к этой связи? Ну, она на самом деле, ну, не то, что... Она в любом случае меня поддерживает и помогает каким-то образом, советом или что. Она говорит, Подождите что... секунду, Михаил, вот вы как объясняете? Вот у вас есть девушка, я так понимаю, есть определенное отношение. Но она понимает, И вот что есть женщина, которая я достаточно... с большим уважением отношусь к Георгине Владимировне. Как ее зовут? Мою девушку? Да. Юля. Юле сколько лет? 26. Миша, а можем мы позвонить Юле? Позвонить? Да. Она сейчас занята, она на работе, поэтому она не имеет возможности... Ну мы ее общаться со отвлечем мной на по минутку, связи. дайте номер. Нет, я не буду давать ей номер. Зачем ее каким-то образом подключать к моей этой проблеме истории? Нет, не А то, это что- проблема? Ну, я считаю, это для меня это определенная проблема, потому что я хотел помочь. Вот будет у вас молодая супруга, ей 26 лет. Вы будете жить вместе? Нет, не вместе, но постоянно под контролем Георгина Владимировна будет. Я ее никоим А образом... ваша супруга будущая готова заботиться Я думаю, о да. Георгине Владимировне? Если я люблю ее, она любит меня, то значит она должна любить того человека, которого я люблю и уважаю. А этот человек Георгина Владимировна. Георгина Владимировна, вы с невестой-то знакомы, Михаила? Да, Георгина Владимировна Да. видела Да? ее. Знакома. Как ее зовут? Так. Вы с Мишей дружите, да? У Миши скоро свадьба. Вы ему такой подарок сделали, квартиру переписали. На Ну, эту свадьбу. что значит подарок? Это квартира моя. Ну, это вы- Я ну, ему это- не дарю ее. Ну это вы так думаете. Ну, что я думаю? Миша против меня не пойдет. Против моей воли он не пойдет. Как невесту-то зовут? Вот приведет и мне покажет. А, не знаете, в том-то и дело. Мы позвонить не можем ей. Георгина Владимировна не видела ее никогда. Может, ее нет вовсе? Почему ты мне не сказал Да про я нет, невесту? он говорит вообще, что обманываю я, что вот Ну, а это. что ты мне не сказал? Сегодня в студии «Говорим и показываем» подруга семьи Марина Слуцкая. Встречайте. Мариночка, смотри, ты идешь как артистка. Кого защитить?
Меня или Ленку? И тебя в первую очередь. Меня защитить. Тебя в первую очередь пришла защитить. Мариночка, милая, защити Ну ты же меня. знаешь, как я тебя Ну, ты же люблю. знаешь, как Ленка А пьет, как я курит. тебе, как Ой. Ленка пьет? Ленка уже давно не пьет, и не курит, но пить она не пьет. алкоголичка, ну я же с ней жила. Почему у мамы с дочерью такие плохие, натянутые отношения? Я не могу сказать точно, в чем причина. Потому что мы какое-то время долго не виделись, когда это началось. Я не знаю. А до этого были великолепнейшие отношения между мамой и дочерью. И дочь делала все, чтобы помогать маме. Я не знаю, в чем причина, что вдруг бабушка так отказалась от Толика. Если Толику было 14 лет, и она Толику резала пельмени на 4 части, потому что Толику жевать тяжело, и пихала ему в ротик. И вдруг Толик стал для нее никем. Я не могу понять, что произошло. Большую пельменьку резала я на половинки. Ну а для Потому чего? что Потому что ты его маленький был. любила? Ну так любили, а квартиру не дали. Она его любит и сейчас. Да я люблю Толю. Никто не говорит, что она Толика не любит. Я не люблю молодец. Толю, я хочу, чтобы он был вместе с нами. Я думала, что Михаил – это дедушка, Да. такого же возраста, как он, как она. Ну, я только сейчас узнала на передаче, что этому Михаилу 30 лет. Рады за подругу, нет? Я, упаси Господь, это не просто так. Это все не просто так. Московская квартира в этом доме еще 5 лет назад стоила 6,5 миллионов. Мой муж работал риэлтором. Георгина Владимировна, Лена и Толик в свое время хотели поменяться. Эту квартиру как бы продать и купить квартиру это проходная, чтобы с раздельными комнатами. Мой муж занимался этой квартирой. Он говорит, да, я вам подыщу. Но сделка потом не состоялась, потому что почему-то Георгина Владимировна перестала отвечать на звонки, он назначает встречу с клиентами, перестала открывать двери. Еще в то время квартиру оценили 5 или 6 лет назад 6,5 миллионов. Сейчас она стоит 8. Извините, где остальная разница? Честный человек никогда не попросит квартиру, чтобы ты на него переписала, за тобой ухаживать. Честный человек скажет, вот у тебя есть внук, у тебя есть дочь, у дочери есть квартира. нужна. Если ты с Дочь, ними не я не можешь хочу жить, дочери. езжай, пожалуйста, в отдельную квартиру в однокомнатную и живи. Дай жить спокойно матери с сыном в разных комнатах. Неужели мать переписала квартиру на молодого друга, потому что приревновала к родной дочери? Об этом после рекламы на НТВ. Говорим и показываем в эфире НТВ. 80-летняя пенсионерка переписала свою московскую квартиру своему молодому другу в отместку родной дочери. Георгине 80, Михаилу 30. Несмотря на полувековую разницу в возрасте, они счастливы. Об этом пенсионерка твердит без умолку. Чистый, чистоплотный, опрятный, он честный, он порядочный. Лучше его вообще никого не встречал. Михаил сразил Георгину пением шарманки, подарил плюшевую мишку, свозил на отдых в Турцию, перевез жить к себе в загородный дом, приглашает в рестораны, дарит дорогие духи и украшения. Одел на руки, сказал, не снимай, не снимай. Иду в сауну, не снимай, это серебро ручной работы. От такой заботы пенсионерка растаяла. Но ее дочь Елена и внук Анатолий обвиняют Михаила в мошенничестве. Мол, он соблазнил Георгину за ее московскую двухкомнатную квартиру. Она на него и переписала. То есть он специально упорно за ней ухаживал, чтобы в итоге она ему отдала квартиру. Бабушка обещала завещать квартиру внуку, но потом передумала. Сказала, что эту продаст и купит ему другую. Но заниматься делами ей тяжело. Вот она и попросила Михаила провести сделку. Только оформила на него не доверенность, а дарственную. Причем подарила квартиру и вместе с прописанными внуком и дочерью. То, что теперь риэлтор выгоняет их на улицу, ее не волнует. Я чувствую к ней ненависть. Ненависть. У меня к ней только ненависть. Я ее видеть не могу. Миша так часто обсуждает с Георгиной, как ей плохо жилось дома, что теперь о жизни с дочерью под одной крышей пенсионерка рассказывает с ужасом. Якобы Елена, придя с работы, ложилась спать и не открывала матери дверь. До 2 не приходи, потом до 3 не приходи. И я сидела на лавочке во дворе, ждала, когда же мне откроют дверь. Дочь не давала ей готовить, не делала подарков. Денег у нее вечно ни на что не хватало. Она никогда никуда ее не возила. Не то что Миша. Вот он ей помог. Квартиру в Москве стоимостью 8 миллионов продал.
в 80 километрах от Москвы за 3 миллиона 400 тысяч купил и оформил на себя, чтобы не утруждать бабушку. А в Москве что в Москве? Москва большая деревня. А здесь очень хорошо, здесь воздух хороший. Мы ее купили вот буквально совершенно недавно, в августе месяце. Михаил, а вы замечали знаки внимания со стороны Елены? Ну, какие-то, может быть, поверхностные, не такие глубокие. Я всегда, когда приезжал к ним в гости, она мне заваривала бульон, блинчики жарила, мы с мамой приезжали. Вот, угощала чаем, пельмени варила, кофе заваривала. Нормально. Как-то мне Толя говорит. Ты знаешь, мне кажется, в чем есть причина, бабушка как-то мне говорит. Я знаю, Лена хотела Мишу. Миша мне сказал, что она его хотела, он ей отказал, поэтому она его ненавидит. Я хотела Мишу. Да я вас умоляю, люблю Сережу, который длинный и высокий. И худой. То есть, получается, вопрос между мамой и дочерью, которые положили глаз на одного мужчину. Толик сказал, что почему она так еще уехала от нас, не стала так часто Ревность, приезжать. как бы мама Потому что, приревновала к Мише заревновала. свою дочь, потому что Лена моложе. То квартиру отберу, то Мишу отберу. Ну, Миша ей нравится, она к нему хорошо относилась. Поэтому и Мишку порезала. Единственная дочь пенсионерки Елена настаивает. Михаил – мошенник чистой воды. Схема, по которой он действует, классическая, подтверждает и опытный адвокат. Схема является достаточно распространенной, зачастую применяется мошенниками, с использованием знаний психологии, тактики, поведения с пожилыми людьми. Тактика проста, объясняет юрист. Молодой человек знакомится с пожилой незамужней дамой и набивается ей в ухажеры. Он водит наивную подругу по ресторанам, покупает дорогие подарки. Главное – показать старушке-пенсионерке царскую жизнь. Правда, замечательно. Это надо было только об этом мечтать. Была игра на контрастах. То есть психологический контраст. Здесь плохое отношение, а вот здесь хорошее. Получив на старости лет все, о чем можно мечтать, бабушка начинает верить. С милым другом жить намного лучше, чем дома. Ведь родные плохо о ней заботятся. Не дарят подарки, а наоборот, только и ждут, чтобы она скорее умерла, и ее квартира досталась им. И только милый друг любит ее по-настоящему. Рекомендация родственникам другим в подобных ситуациях: уделяйте все-таки внимание и проявляйте заботу и любовь к своим ближним. Наслаждаясь беззаботной жизнью вдали от родных, наивная Георгина и не замечает, что предприимчивый друг угощает ее в ресторанах и покупает заграничные путевки на ее же пенсию. И Новый год мы там встречались, была своя компания, мы ходили на дискотеки, мы в море. Влюбившись, как в последний раз, пенсионерка, не задумываясь, подписывает дарственную. Якобы милый друг поможет продать так надоевшие за всю жизнь квадратные метры в Москве, а взамен купит новую квартиру с евроремонтом. Ну а то, что новое жилье он записывает на себя, у счастливой бабушки подозрения не вызывает. Даже не верится, что вот это вот все мое. Есть внешние признаки того, что преступление было, возможно, запланировано заранее. Если бы красивую жизнь для доверчивой бабульки устроила ее дочь Елена, то квартира бы досталась именно ей, уверен адвокат. А так дочери остается только кусать локти и идти в суд. Пусть и родственников, но негативное отношение, препятствование проживанию в квартире и другие аспекты. С другой стороны, есть человек, который поддерживает вас, помогает, заботится о вас. Вот вся недолгая история. Юридически что-то грозит Михаилу? Я понял одно, что никакого дарения в отношении Михаила не было. Тот, который дарит, он должен безвозмездно дарить. А если она дарит для того, чтобы он продал, судом признается данная сделка недействительной. Сделка по перепродаже в пользу Михаила данной квартиры, это является мнимой сделкой, однозначно. А поэтому будет признан судом недействительным. Если будет доказано, что Михаил имел умысел на присвоение чужого имущества посредством обмана, это от 7 лет и до 15. Михаил, честно, скажите, пожалуйста, Георгина Владимировна единственная бабушка, которой вы так прониклись за всю вашу жизнь? Или есть еще женщины, которым вы помогаете?
Нет, Георгина Владимировна, это А единственное. Валентина? Какая Валентина? Какая Валентина? А я не знаю, Валентина. Я потому что думала, что это подруга Георгины Владимировны, с которой они все вместе, Валентина и Миша, все куда-то ездили, куда-то ходили, то на дачу, то еще куда-то. Я только слышала имя Валентина, это какая-то подруга. Михаил, кто такая с которой Валентина? они вместе живут где-то. Ивановна, это преподаватель мой. Сколько ей лет? Около 72. Да. Вот вам вторая бабушка, такая же точно. У меня двухкомнатная квартира. Миша, может быть, ты передо мной станцуешь и споешь? Да. А вы ему оставите квартиру? Для Я посмотрю, мне не как он нужны мне квартиры, споет. как вы не можете понять. Можно ли вернуть московскую квартиру? Об этом поговорим после короткой рекламы. Говорим и показываем в эфире НТВ. 80-летняя бабуля подарила свою московскую квартиру молодому другу вместе со своей родной дочерью и внуком. Голубоглазый 30-летний блондин Михаил покорил сердце одинокой 80-летней Георгины Владимировны. Он говорит, если бы тебе было 25 лет. Я говорю, если бы мне было 25 лет, то бы я с тобой имела, женился бы, например. Если бы мне было 25. Сначала он осыпает ее подарок, возит на отдых за границу, а потом предлагает помощь в продаже московской квартиры. И пенсионерка оформляет дарственную на двушку стоимостью 8 миллионов рублей. Причем прописанные в квартире дочь и внук Георгины последними узнали о том, что теперь им негде жить. Вот мне сказали, что мне надо переезжать. Мне стало плохо, я села на колени. Я думала, сейчас помру. Родные утверждают, Михаил настоящий мошенник. Она на него и переписала. То есть он специально упорно за ней ухаживал, чтобы в итоге она ему отдала квартиру. А Георгина Владимировна наотрез отказывается слушать родственников. Ведь молодой человек уже купил ей квартиру в Подмосковье. Правда, стоит она 3 миллиона 400 тысяч, и оформил он ее на себя. Но пенсионерку это совершенно не смущает. Сейчас я очень довольна этой квартирой. Помогаю бескорыстно. Наверное, пусть никого не удивляет то, что я хорошо отношусь к Георгине Владимировне, с уважением. Нет никакой корысти. Мне квартира эта не нужна. Вот как она... Вот смотрите. От этой квартиры Миш, прямо сейчас же подожди. в студии Да. возьми и откажись в пользу Толика, в пользу внука. Толика. Потому Да. что внук – это родная кровь. Давайте бумагу в студию, несите. Итак, Михаил, прямо здесь и сейчас. Юристы, пожалуйста, помогите. Можете подойти к Михаилу, как нужно оформить правильно? Обязуюсь. В течение 3-дневного срока пойти и составить договор дарения. Прочитайте, пожалуйста, что у нас там получилось. Я, Снеговой Михаил Викторович, обязуюсь в течение 3-дневного срока осуществить дарение квартиры, которая принадлежит мне на праве собственности, на Маркина Анатолия Константиновича. Георгина Владимировна, что вы скажете всем нам? Я скажу, что честнее Михаила Викторовича нет на белом свете, что он самый честный, самый добрый, внимательный человек, уважительный. Совет вам да любовь. Все на сегодня. Спасибо, что были с нами. Мы говорим и показываем каждый день. Прямо сейчас самые главные новости дня. До свидания.